Стратегическое планирование в эпоху перемен. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Виктория Бехтерева, и я хочу рассказать о том, как стратегировать во времена, когда черные лебеди градом сыпятся постоянно с неба. Еще 5-10 лет назад мы могли позволить себе разрабатывать стратегии на 10, а кто-то даже на 25 и даже 30 лет. Конечно, мы не говорим о том, как японцы планируют на 100-200 вековые стратегии, но хотя бы заглядывать в будущее и быть уверенными в том, что следующие шаги будут двигаться дальше. На прошедшем недавно форуме «Бизнес со смыслом» наши коллеги из Америки говорили о том, что сейчас американцы вынуждены учиться быстро перестраиваться. Для американской компании нормально по 20 лет принимать решения о выборе CRM-системы. В то время как в России мы прекрасно понимаем, что у нас времени нет долго думать и рассусоливать. Мы привыкли быстро двигаться и быстро решать. Сейчас даже наша скорость порой оказывается слишком медлительной. И если еще совсем недавно было принято цитировать Льюиса Кэрролла и его Алису о том, чтобы оставаться на месте, нужно бежать, то сейчас наступает эпоха «не успеваешь, тормози». И мы переходим от стратегического планирования к сценарному планированию и совместному продумыванию и сговариванию о будущем. Мы с вами уже говорили о том, что будущее больше не предрешено, и что в эпоху перехода, в эпоху входа в новую реальность мы, наконец, можем сами влиять сегодняшними действиями и сегодняшними поступками на то, что будет завтра. И герои форума «Бизнес со смыслом» говорили, как нам когда-то досталось будущее, созданное нашими родителями, сейчас мы несем ответственность за то, в каком мире будут жить наши дети. Поэтому 5-шаговая модель стратегирования 2023 года. Хотя что-то мне подсказывает, что в ближайшие 5 лет она будет актуальна. Первое. Все начинается с миссии. Мы решаем, что мы хотим получить в результате наших усилий. Зачем мы вкладываемся? В чем наше предназначение, но не с точки зрения каких-то там шизотерических структур, а с точки зрения ответа на вопрос: если я герой, и это мой путь, то с каким драконом мне нужно сразиться? Второе. В чем наша смелость? Какое обещание, слово чести мы готовы себе дать? Третье. Объединяем контекст. Кто мы как команда? Если вы проводите это лично для себя, кто я? Какой я? Вот прям честно. Если бы я был сказочным персонажем, каким бы я был? Если бы наша организация была советом джедаев, какими бы особенностями мы бы обладали? У нас есть понимание о будущем, у нас есть понимание о текущем. И теперь какие тренды мы готовы оседлать? Вообще, какие тренды сейчас на нас влияют и какие из них мы выбираем? А дальше прописываем 3, 5, можно больше сценариев с четким пониманием, по каким критериям мы понимаем, какой из этих сценариев реализуется и какой сценарий мы выбираем. О чем рассказать подробнее?